Первые 2 месяца нынешней весны оказались чрезвычайно щедрыми на сюрпризы, причем не только связанные с погодой, но и совершенно иного порядка. Не обошли они и Тверское объединение строителей, ассоциацию, в которую входят более 430 самых крупных организаций этой отрасли в нашей области. Самый неожиданный для Тверского объединения строителей сюрприз случился в начале очередного заседания ее коллегии. Впрочем, это было и так не совсем рядовое заседание, а первое в обновленном ее составе. На недавнем общем собрании этой организации в состав коллегии доизбрали новых членов. Здесь следует уточнить, что коллегия является как бы генеральным штабом ассоциации. Члены этого штаба работают на общественных началах, то есть плату за эту работу не получают. Но получают, скажем так, большую ответственность, много хлопот, массу потраченного времени на заседания и никаких привилегий. Поэтому мы воспользовались случаем и после апрельского заседания коллегии поинтересовались у 3 ее новобранцев, почему они согласились войти в состав этого генерального штаба, к чему стремятся, ведь у них хватает забот и в своих организациях. Но на самом деле мы не совсем новые, мы уже много лет участвовали в коллегии, тут был перерыв, и вот снова продолжаем. Зачем мы пришли снова? Снова пришли потому, что вопросов очень много, и вот в этой ситуации, в этой экономической ситуации, этой геополитической ситуации, мы думаем, что наш большой опыт работы и в коллегии, работы как руководителями строительного бизнеса, мы, наверное, сможем там какую-то пользу принести всем членам нашей ассоциации, не только на словах, но и продвигая какие-то изменения в законодательстве, помогая нашей исполнительной дирекции, на которой все больше и больше нагрузки сейчас в связи с этими ситуациями. Представляю строительный комплекс Тверской области, считаю, что, в общем-то, и вот опять же, сейчас нас 4 доизбрали, и из 4 3 человека – это представители строительного комплекса. То есть, по сути дела, это все 3 завода, которые сегодня есть, крупных заводов, которые есть в области по производству строительных материалов и железобетона, прежде всего. Думаю, что во взаимодействии с властью сегодняшней, если это будет дальше получаться, наверное, получится решать какие-то проблемы и строителей, и строительного комплекса в том числе. Потому что эта взаимосвязь, она необходима. В роли нового члена коллегии СРОТОС, хочу достичь желаемого результата по эффективности работы этого органа, в частности, по конкретным результатам оказания помощи промышленности. И как промышленник хотел бы своими усилиями привлечь внимание к проблемам промышленности, и совместно порешать эти вопросы. Что же касается сюрприза, то речь о том, что в этом заседании коллегии принял участие Михаил Берников, временно исполняющий обязанности министра строительства Тверской области. Это факт уже сам по себе знаменательный, поскольку в архивах нашей передачи мы не нашли кадров о посещении заседаний коллегии кем-то из предыдущих руководителей этого министерства. А наши архивы охватывают почти 8 лет из жизни Тверского объединения строителей. То есть уже само участие временно исполняющего обязанности министра в работе коллегии, на наш взгляд, говорит о многом. Но еще больший оптимизм относительно будущего взаимодействия министерства и крупнейшего в регионе объединения строителей вызвало то, как Михаил Берников объяснил свое решение встретиться с коллегией. Почему приехал? Потому что знаю, что объединение строителей, с ними надо всегда взаимодействовать. Министерство строительства, нам без вас никуда. То, что все-таки в итоге строите-то вы. Мы только поручаем, отвечаем, но строите-то вы. Поэтому нам с вами надо взаимодействовать. Тоже со своей стороны готовы всегда выслушать. Мои двери открыты, приходите. Вы же все-таки орган, который может и, скажем так, некую законодательную, правотворческую инициативу, выдвигать. И я здесь, учитывая мои хорошие отношения в Нострое, готов ваши инициативы всегда поддержать, где-то надо продвинуть. А учитывая, что последние тенденции по, ужесточению контроля,
различных органов, правоохранительных и так далее. И вот возникают столько нюансов. И, конечно, жалко, что коллеги там наши в том числе страдают из-за этого, да. И заказчики, и подрядчики. Вот. Но если у вас вот есть какое-то свое видение, я думаю, что вот инициативы такого плана, да, которые помогли бы нам в отрасли работать, если вы будете выдвигать, я и с своей стороны готов поддержать. Да, может быть, какие-то незавершенные объекты, где-то трудности возникли. Давайте их вместе решать. Я думаю, трудные ситуации у нас в строительстве возникают, давайте вместе находить выход всегда. Выступление Михаила Юрьевича без преувеличения стало прямо-таки бальзамом для коллегии Тверского объединения строителей. А временно исполняющий обязанности министра, между тем, только таким выступлением не ограничился. Он принял самое активное участие в обсуждении вопроса, который значился первым в повестке дня заседания. А это был острейший вопрос о том, что дорожно-строительные организации и предприятия стройиндустрии нашей области практически лишены возможности получать так называемые инертные материалы с карьеров, находящихся на территории нашего региона. То есть им приходится везти песок, щебень, гравий, керамзит и так далее из соседних областей. Как результат, построенные здания и сооружения становятся дороже. А как иначе, если, допустим, тот же обыкновенный песок приходится покупать чуть ли не по цене песка сахарного? Будем надеяться, что теперь с помощью министерства эту проблему удастся преодолеть. Профессия строителя, как известно, одна из самых древних и наиболее уважаемых в любом обществе в любые времена. Однако в последние годы все больше говорят о том, что среди современных молодых людей она, как и многие другие рабочие профессии, особой популярностью не пользуется. К сожалению, это правда, но далеко не всегда. Например, к Максиму Грибалеву, нашему сегодняшнему собеседнику, это не относится ни в коей мере. Наоборот, вот уже почти 10 лет он работает прорабом в Тверской строительной организации «Базис» и менять профессию не собирается, а выбрал ее в самом раннем детстве. Начнем с того, что еще с детства перед глазами был живой пример в виде отца. Отец строитель, и как-то так у нас всегда складывался разговор о том, что надо поддерживать семейный подряд, надо к этому стремиться. Поэтому еще совсем ранних детских лет был уверен, что пойду по стопам отца и стану строителем. Постоянно бывали случаи, когда меня ругали в школе, потому что отцу с утра в 8 часов не терпелось прийти на стройку, проверить, все ли в порядке, все ли присутствуют на своих рабочих местах. То есть на стройке я бывал уже с 1 класса школы. Частенько опаздывал, меня ругали, я говорил, простите меня, пожалуйста, потому что сначала мы с отцом всегда заезжали на стройку, проверяли, все ли работают. Эта работа произвела на меня большое впечатление, потому что каждый день мы можем лицезреть результаты этой работы. То есть каждый день мы приходим на объект, и картинка, она меняется, и результаты твоих трудов, они видимы. Поэтому из этого и складывается основной интерес – видеть то, что ты производишь. Но это надо иметь определенный склад ума, определенную предрасположенность к этому. В этом должен быть интерес свой. Здесь, наверное, что-то уже заложено на генном уровне. После школы поступил в наш Тверской государственный политехнический университет, окончил его, и потом, сразу после окончания университета, я устроился сюда инженер-механиком и отвечал за грузоподъемные механизмы, то есть за башенные краны и за всю оставшуюся технику. У нас еще есть экскаватор-погрузчик, пневмонагнетатель для устройства полусухой стяжки. И вот здесь я тружусь по сегодняшний день. Работать, как я сказал, мне нравится, потому что, как я уже сказал, что каждый день, приходя на работу, видеть результаты работы, картинка меняется, результат видим, и это дает определенный стимул двигаться дальше. У нас уже достаточно устоявшийся, может, так можно назвать, старый коллектив, не по возрасту, а по пребыванию в организации. Вот уже я работаю здесь 10 лет, и текущих кадров у нас нет, коллектив очень дружный. Поэтому самое главное, что коллектив устоявшийся, коллектив дружный, поэтому и проблем в работе как таковых у нас нет. Также каждое лето у нас бывают студенты, приходят для прохождения производственной практики, набираются бесценного опыта.
в области строительства, пытаемся прививать им любовь к труду, любовь к профессии, чтобы после окончания и получения строительной специальности они не ушли в другие сферы. Надо сказать, что почти год назад мы уже встречались с Максимом на этом объекте из 2 жилых домов, которые под его руководством возводились почти в самом центре Твери. Тогда нынешней ухоженности и красоты здесь еще не было, но что будут, Максим не сомневался уже и тогда, и оказался прав. Прошлым летом мы как раз были здесь на этапе отделочных работ, еще не было у нас сделано благоустройство. И обусловились с вами, что встретимся здесь осенью, но с учетом того, что время штука сложная, встречаемся мы только весной. И сегодня мы можем лицезреть результаты наших трудов за прошлое лето. На сегодняшний день 2 дома, этот, в котором мы находимся, и 20 маленький 4-квартирный, сданы в эксплуатацию. Уже идут продажи квартир. Все квартиры выполнены под черновую отделку, выполнена стяжка пола, выполнена механизированная штукатурка стен, произведена разводка водоснабжения, электроснабжения. Каждая квартира оборудована индивидуальным газовым отоплением с терморегуляторами. В общем, степень готовности квартир «Заезжай, живи». Я готов поставить нам твердые 4 с плюсом. Есть, конечно, нюансы, но я считаю, что работа выполнена достаточно хорошо. Да, и трудно представить, что 1,5 года назад здесь не было ничего, был пустырь, какие-то разрушенные старые постройки. И вот уже спустя 1,5 года сюда будут заезжать семьи с детьми, играть на новой детской площадке рядом с центром и радоваться жизни в таких комфортных квартирах. Поэтому только воодушевляет результаты такой работы и хочется двигаться дальше. Собственно, ради таких чувств мы и живем, и работаем. Вообще-то рассуждения Максима тянут на целую философию. Суть ее в том, что жить надо для того, чтобы делать лучшую жизнь и других людей. Только в этом случае твоя собственная будет доставлять и тебе самому радость и настоящее удовлетворение. Что тут сказать? Правильная философия настоящего строителя. Если бы начать сначала, я бы, конечно, все равно выбрал бы эту профессию. Мне нравится, как я сейчас живу, моя работа, результаты моей работы. Я полностью доволен своей жизнью.